Приветствую вас, дорогие тельцы, дорогие подписчики, зрители и гости моего канала. Я рада вас всех приветствовать. Я поздравляю вас с началом лета, с началом июня. И хочу поздравить вас, дорогие тельцы, простите, в прошлом месяце у меня как-то выпало совершенно из головы. Я хочу поздравить вас с прошедшими днями рождениями. И хочу пожелать вам в этом году, да и вообще, исполнения всего задуманного, успехов в достижениях, в поставленных целях ваших, реализации всего задуманного, здоровья крепкого, благополучия, счастья и любви, успехов вам во всем. А сейчас у нас будет таро-прогноз на июнь. И, как обычно, мы посмотрим традиционно, что же может ожидать вас в июне, какие могут прийти энергии в вашу жизнь и что они могут с собой принести. Сейчас у нас, как известно, коридор затмений, который начался 26 мая и будет продолжаться до 10 июня. И в связи с этим, конечно же, первая половина июня будет под влиянием этих космических событий. И как-то, конечно же, будет влиять на нашу жизнь. Посмотрим. Общая атмосфера июня для вас, тельцы. Также я хотела посмотреть, что придет и что уйдет в этот период. Также мы посмотрим сферу работы, сферу финансов, личной жизни для тех, кто в отношениях стабильных, для тех, кто сейчас одинок, и для тех, кто в нестабильных отношениях находится, и совет от карт. Также я хотела посмотреть основные предостережения, на что стоит, возможно, более тщательно обратить внимание, где быть наиболее осторожным, в какой сфере в июне. И также мы спросим у оракула Раны Джордж. Вот такой вот красивый оракул. Мы спросим у него, какие же будут подарки для вас, тельцы. И мистическая Ленорман. Какие подарки предоставит. Итак, общая атмосфера июня. Выход из какого-то, знаете, такого эмоционального тупика. Если в мае, возможно, вы не принимали какие-то предложения, отказывались от каких-то возможностей, не хотелось вам как-то особо общаться, либо отметали какие-то возможности, может быть, по причине самочувствия или эмоционального какого-то диссонанса, или просто вам не хотелось принимать эти приглашения, предложения, какие-то возможности, то сейчас в июне ситуация будет нормализовываться, и вы будете, если кто-то находился в каком-то эмоциональном деструктиве, какой-то эмоциональной паузе, то здесь выход происходит, в июне происходит выход из состояния какой-то, знаете, такой позабытости, позаброшенности, когда сам себя хочешь, когда не тебя забросили, позабыли, а когда ты сам не особо хочешь как-то общаться, вступать в какие-то отношения, связи, делиться какими-то эмоциями. Если в мае у вас было закрытое
эмоциональное состояние, то в июне оно станет намного лучше. Что придет? Придет ситуация такая, когда вы тоже больше не захотите что-то от кого-то скрывать, утаивать, как-то какие-то шифры здесь уйдут у кого-то, кому-то надоест от кого-то прятаться, шифроваться, скрываться, скрывать какую-то информацию, чего-то не договаривать или как-то хитрить. Здесь уйдет какая-то вот двойная игра. Если у вас были такие ситуации, и если у вас такое было, то это уйдет. Не захочется больше таких либо отношений, либо контактов. А что придет? Ой, что придет? Какая-то все-таки нужда у вас будет. Либо необходимость выплатить долги, либо карта какой-то, знаете, нужды. Это может быть какая-то, как духовная, душевная нужда, так и материальная. Либо здесь нужно будет кому-то, возможно, поправить состояние здоровья. Какой сферы это может касаться, нужда? Видите, дублируются карты. Какой сферы это может касаться? Это просто может касаться вашего эмоционального состояния. Здесь по перевернутой восьмерке жезлов здесь просто могут не происходить либо те события, которых вы ожидаете, и как-то вас немного разочаровывать, либо предложения будут не совсем те, которых вы ожидаете, и тоже это вас как-то не особо может радовать. Здесь каких-то, возможно, вы ждете новостей, сообщений, каких-то, может быть, какого-то движения в плане общения, переписки. Но могут быть, знаете, не те люди, не те контакты. Как говорят, не хочу, кого я знаю. А кого хочу, того пока не вижу. Вот как-то что-то такое. Эмоциональные какие-то качели здесь больше. Сфера работы. Король кубков. Король кубков — это карта таких очень чувствительных, ранимых, интуитивных, восприимчивых людей. Психологов, тарологов, астрологов, психотерапевтов. Людей, которые тонко чувствуют окружающую среду, окружающие энергии. Что еще будет в сфере работы? Ну, либо здесь кто-то из тельцов, у кого-то работа связана с какими-то тайными знаниями, оккультными, эзотерическими, потому что и король кубков, и перевернутая жрица говорят о том, что здесь либо у вас работа связана вот с такими вот сферами, здесь такие могут быть сферы деятельности, о которых я говорила, либо вы здесь будете вкладываться в сфере работы в какие-то еще тайные знания, в какие-то оккультные практики, либо у вас работа связана с этим. Но здесь карта еще и в сфере работы траты на работу, какие-то вложения могут быть в работу, может быть для того, чтобы повысить свой уровень. Здесь кто-то будет работать над собой, повышая свой потенциал и уровень знаний, для того, чтобы у вас было больше знаний, больше возможностей, больше перспектив. Совет. Какой совет на сферу работы? Перевернутые влюбленные. Но здесь нужно внимательно подходить к выбору правильного направления.
Либо в сфере работы здесь может быть кто-то с кем-то разойдется, расторжение каких-то договоров, о чем эти влюбленные нам говорят. Выплаты, какие-то выплаты, траты. Восьмерка пентаклей перевернутая, это тоже траты заработанных ваших денег личных. Кто-то будет вкладываться в какие-то, скорее всего, новые какие-то знания, новые какие-то проекты. Здесь либо будет еще у кого-то расторжение предыдущих договоров и выплат в связи с этим каких-то, либо, как совет, перевернутые влюбленные могут еще говорить о том, этот аркан старший может говорить о том, что внимательно подходите к выбору, тщательно смотрите как бы на ситуацию, чтобы не ошибиться с выбором работы, с выбором направления, с выбором вложения, во что вы вкладываете. Здесь нужно внимательными быть. Сфера финансов, перевернутое колесо фортуны, двойка пентаклей перевернутая и семерка мечей. Вот семерка мечей у нас выпадала на основные энергии месяца. Это что придет. И в сфере финансов тоже у вас перевернутая семерка мечей. Это завершение каких-то, знаете, тайных игр, какой-то, возможно, двойной игры. И здесь, видите, двойка пентаклей перевернутая. Это когда вы, возможно, не сможете или не захотите балансировать между вот чем-то и чем-то, совмещать в сфере финансов либо два источника дохода. Колесо фортуны перевернутое. Здесь пока говорит о том, что либо еще не время в сфере финансов раскрутиться на полную. Здесь какие-то могут быть циклы, которые вы проходите. Перевернутое колесо фортуны еще говорит о том, что не совсем удачное время для каких-то важных маневров. Здесь стоит подождать более удачного шанса в сфере финансов. От каких-то схем вы, скорее всего, уйдете, откажетесь. От каких-то двух источников дохода, возможно, тоже вы не будете совмещать. Перевернутый мир. Здесь ситуация пока не будет определенно ясной, законченной для вас. Ну, вот определенности какой-то в сфере финансов в июне здесь может у кого-то из тельцов не быть. Перевернутый мир. Перевернутый рыцарь мечей. Если у вас финансы связанные с какими-то поездками за границу, то здесь могут быть просто ограничения в связи с этими вирусными инфекциями и так далее в мире. И поэтому, если у вас связан заработок вот именно с поездками, командировками за границу, непосредственно вот вы едете заключать договор, и потом как бы от этих договоров и зависит ваша прибыль, то здесь вот возможно именно поэтому, потому что перевернутый мир, перевернутое колесо фортуны, это как бы это старшие арканы, говорящие о том, что не от вас здесь будет зависеть ситуация, здесь она в большей степени будет зависеть еще от более весомых факторов и обстоятельств, и именно связанных с миром, с заграницей. И пока ситуация еще не очень определенная в июне будет. Сфера личной жизни для тех, кто сейчас в стабильных отношениях. Ну, кто-то будет выплачивать какие-то, возможно, долги, компенсации, алименты.
Но алименты здесь не могут быть, так как это личная жизнь для тех, кто в стабильных отношениях. Какие-то могут быть просто траты, выплаты кредитов. Также здесь могут быть траты вашего ресурса физического, больше как в одностороннем порядке. И в связи с этим на какое-то время здесь кто-то может, знаете, как спрятаться от таких отношений и захотеть побыть наедине с собой, подумать, так как кому-то может это быть немножечко в напряг, только отдавать. Ну, к концу месяца ситуация наладится, и все будет хорошо. Опять придет взаимопонимание, любовь, новые эмоции, новые чувства возродятся у вас же, не с новыми людьми в этой же семье. И все будет хорошо. Какие-то временные такие могут быть, как и у всех, в принципе. Какие-то недопонимания, может быть, в связи с большими тратами финансов, может быть, в связи с большими какими-то выплатами серьезными, может быть какой-то конфликт у вас, но потом все наладится и все будет хорошо. Сфера личной жизни для тех, кто одинок. Здесь какие-то разочарования, ожидания. Разочарование и ожидание лучших времен, ожидание, как будет, что будет дальше, что будет по истечении какого-то периода. Но эта карта не быстрая. Здесь, если вам разбили сердце, обидели, как-то подставили, оскорбили, разочаровали, то вы здесь будете какое-то время ждать, возможно, новостей, либо ждать, когда ситуация как-то изменится. Перевернутый повешенный говорит о том, что ситуация изменится, но не быстро. И семерка пентаклей — это тоже карта не быстрая. Здесь кому-то просто нужно залечить раны, восстановиться. Какой совет для тех, кто одинок? Перевернутый рыцарь кубков. Ну, совет побыть эмоционально пока наедине с собой. В общем, не особо контактными. Вам и не захочется быть контактными после таких ситуаций. И карты советуют тоже сейчас избегать каких-то легких, таких легкомысленных интрижек, каких-то новых приключений. Возможно, что если и будут такие моменты, какие-то шансы для новых знакомств, то вам желательно их пока избегать для того, чтобы восстановиться эмоционально, я так думаю. Сфера любви для тех, кто в нестабильных отношениях. Здесь манипуляции, влияние либо ваше, либо на вас. Маг перевернутый — это такой жонглер, актер и манипулятор. Это такой человек, любящий прогнуть всех под себя. Но здесь либо закончатся какие-то манипуляции, либо здесь и заканчивается какая-то борьба и конфронтация, и к концу месяца вы поймете, что все прекрасно, жизнь прекрасна, новые шансы, новые возможности, новые перспективы у кого-то откроются, у кого-то какие-то будут подарки, сюрпризы приятные. Совет для тех, кто в нестабильных отношениях. Королева мечей. Королева мечей — это интеллект, это строгость, это сдержанность. Это может быть и не война, но и не прощение в то же время каких-то нанесенных обид. Это карта такой, знаете,
справедливости, сдержанности, безэмоциональности и какого-то такого расчета здравого, когда вы понимаете, что это вам стоит делать, а это вам совершенно не нужно. Вот совет для тех, кто в нестабильных отношениях: будьте благоразумны. Следуйте голосу разума в июне. И совет на месяц. Перевернутый паж жезлов. Ну, карты советуют вам не рваться, как сказать правильно это, быть более сдержанными, не проявлять такой очень сильный огонь в июне, потому что июнь, он еще под влиянием, видимо, вот этих всех планет ретроградных, и июнь тоже достаточно такой непростой у всех будет, поэтому, может быть, не ожидать каких-то ярких таких вот переворотов в жизни, какой-то такой вот экспрессивности, экстравагантности, быть более спокойными, более благоразумными, более не растрачивать свои силы, свои энергетические ресурсы, то есть быть более такими энергетически бережливыми в июне. На что стоит обратить особое внимание? Перевернутая тройка кубков, перевернутый король пентаклей и перевернутый король кубков. А здесь стоит обратить внимание на то, что если вы не последуете совету карт и пуститесь во все тяжкие, в романтические приключения, в какие-то романтические новые знакомства, любовные треугольники, то это может вас как-то... Здесь может быть и много алкоголя, и много праздников в жизни, и много в связи с этим трат финансовых. И также могут быть по этой причине у кого-то расторжение официальных отношений, по причине вот таких вот романтических похождений активных. Поэтому карты и советуют не растрачивать свой жизненный огонь в июне, поберечь его на дальнейший период. И сюрпризы. Рана Джордж, Ленорман, птицы и мистический оракул, что нам скажет ребенок. Здесь у кого-то могут быть новости от детей, у кого-то могут появиться дети в этот период, у кого-то могут появиться новые знакомства, новые шансы, новые возможности и новые перспективы. А птицы — это либо разговоры, либо что-то новое, что вам могут принести, какие-то тоже новости, но и какие-то могут быть сплетни за вашей спиной. Вот такие вот сюрпризы. Для вас, дорогие тельцы, такой получился у нас прогноз. Он общий, не воспринимайте все близко к сердцу. Это всего лишь общий прогноз, а тельцов очень много, поэтому у кого-то что-то может срезонировать и проиграться, а у кого-то нет. А я желаю вам реализации всего только самого прекрасного, самого светлого и благополучного. Здоровья вам, гармонии, счастья и всех благ. Пока!